Блять, нахуй я сюда пришел? О, ты мой. Того, что нет рядом. Это пиздец. Это ядерка могла бы быть. Приветствую вас, товарищи, у микрофона Hell. Сегодня я спешу поведать вам о немецком аннигиляторе рандома, пакетном танке Тюрм 3. Начну я рассказ с истории создания этого танка, характеристиках, а позже уже расскажу о тактике ведения боя. В жизни этот танк был экспериментальным и разработан в 1960 году при изучении трехплоскостного стабилизатора, а в 1966 году удачно прошел все испытания. Главным результатом немецкого проекта стало понимание, что стабилизация орудия в третьей плоскости при помощи механических средств не имеет смысла. Использование качающейся башни чересчур усложняло всю конструкцию боевой машины. Применение аналогичных креплений орудия в стандартной башне приводит к неправильному распределению объемов боевого отделения. Вследствие чего было предложено отказаться от отдельных механизмов и возложить требуемые функции на специальным образом доработанные системы управления огнем. Отклонение орудия от требуемого положения следовало определять при помощи датчиков, после чего система упрежнения огнем должна была рассчитывать траекторию полета снаряда и вносить соответствующие поправки. Исходя из этих данных, проект был закрыт, а танк был отправлен в музей Бундесвера, где он стоит и по сей день. В War Thunder же этот танк имеет боевой рейтинг 8,3 и 5 ранг, благодаря чему он быстро прокачает почти всю немецкую ветку танка. Из вооружения у нас установлено стабилизированное на двух плоскостях 105 мм орудие L7A3, известное нам по танку Леопард, с автоматом заряжания на 47 боеприпасов, перезарядка в 5 секунд. Из дополнительного вооружения у нас имеется 30 мм автопушка, известная нам по британскому танку Falcon. Стреляет же автопушка лентой АПХ, стоящей из полубронебойно зажигательного и фугасного зажигательного трассирующего снаряда, который уничтожает легкобронированную технику, а также отлично справляется с вертолетами. Играть на турме я вам советую на подкалиберных снарядах ДМ-13, так как урон кумулятивных снарядов очень рандомный, но в случае бронированных целей рекомендую все-таки взять пару-тройку кумулей. Бронирования танка, как и живучести, нет. 30-мм толщина корпуса и 20-30-мм толщина башни не дают нам должной защиты, что зачастую приводит к поражению даже крупнокалиберными пулеметами. Расположение в башне по правой стороне боеприпасов, а по левой двух сидящих друг за другом наводчика и командира ставит крест на шансах выжить при попадании по нам. Зато очень радует углы вертикальной наводки. Вниз целых минус 12 градусов, а вверх 12 градусов. Это как советская реакция, только наоборот, что ли. Поворот башни на экспертах составляет 22,6 градусов в секунду, что довольно-таки приятно. Подвижность у нас отличная. У нас установлен двигатель на 856 лошадиных сил, который на 42,5 тонны массы дает нам около 20 лошадей на тонну. Это без проблем позволяет разогнать танк до 65 км в час вперед и 25 км в час назад, что позволяет нам ехать быстрее многих танков нашего боевого рейтинга. Насчет тактики же этого танка мы можем играть либо агрессивно, заезжая в борт врагам и подлавливая их, либо же более спокойно от рельефа в местности, держась на достаточном удалении от противника. В первом случае я посоветую лишний раз вам не подставляться, обижать противников, вылазить в тех местах, где вас вряд ли ждут. Благо подвижность позволяет нам занимать ключевые позиции быстрее врагов, так что можете спокойно ехать вперед и, заняв позицию, потихоньку уничтожать врагов, с чем поможет перезарядка в 5 секунд. Самое главное, всегда находиться в движении и помнить, что вы играете на быстром танке. После уничтожения врага следует поменять позицию, заставая противника врасплох. Во втором же случае, если вам попала карта по типу песка песков или поля полей, вы можете спокойно держать дистанцию с противником, играя от рельефа местности. То есть, благодаря лазерганному орудию, мы без проблем можем стрелять по врагам на далекие дистанции, лишний раз не подставляясь. Но самое главное, произведя выстрел, меняйте дислокацию буквально хотя бы на пару метров. Не камперите на одном месте, ведь вы становитесь легкой мишенью для врага, и он будет знать, откуда вы выедете, и спокойно пробьет вам башню, уничтожив вам танк. Какой вариант вам больше подходит, выбирайте уже сами. Подводя итоги, по мне танк очень хороший. Он подходит игрокам, которые уже хоть немного умеют играть. Ведь этот хрустальный танк не прощает ошибок, зато очень хорошо награждает опыт игроков, принеся горы серебра. На этом мой обзор заканчивается, а вам представляю возможность насладиться красивым боем с ядеркой в конце на Тюрм 3. До скорых встреч!